Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я подробно покажу и расскажу, как связать сумочку-ракушку XXL от круглых ручек. На моем канале недавно появилось видео по вязанию этой модели сумки от ручек трапециевидных, утопленных в полотно. По аналогии можно обвязать и круглые ручки, тоже будет гармоничная и красивая форма, поэтому в данном видео я хочу предложить вам совершенно другую схему добавления. Сделаем очень интересную и стильную модель сумочки и дополним ее необычным декором. Мне потребуются заготовки под ручки. У меня они имеют толщину по внутреннему диаметру 10 сантиметров, по внешнему 15. Крючок номер 6, маркеры, ножницы, а также приготовила 2 мотка пряжи бисквит. У меня цвет лавандовое мороженое. Все полезные ссылки для вас, а также ссылку на производителя-продавца материалов и инструментов со своим промокодом на скидку я оставляю в описании под этим роликом. Также здесь для вас сейчас добавляю ссылку на видеоурок по вязанию этой модели. Еще раз повторюсь, эта схема добавлений подойдет и для круглых ручек. Нужно выдержать пропорции по боковым частям сумки и по глубине изделия. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к вязанию. Перед началом вязания я устанавливаю моток пряжи в свою клубочницу из джута. Ссылку на ее изготовление также для вас добавляю. Это обеспечивает поступление нити в полотно ровно, не перекручено и обеспечит равномерное и аккуратное вязание. Я уже подготовила мои ручки, обвязав их. Видео по аккуратной и ровной обвязке также есть у меня на канале, ссылку на него для вас добавляю. Единственное, во второй ручке я не прерываю нить, а сейчас сразу перейду к вязанию сумки. Вставляю крючок в кромочную косу начала обвязки с изнанки на лицо, увожу петлю туда, вынимаю крючок и вставляю крючок в перемычку с лица на изнанку. Подхватываю эту петлю и вывожу ее на лицо. Подтягиваю и закрепляю рабочей нитью. Готово. Это начало вязания полотна сумки. Обвязка моих ручек образовала 48 кромочных петель для провязывания. Первую я уже задействовала. С учетом с первой отсчитываю 26 петель и устанавливаю маркер одинаково на одной ручке и на другой. Итак, более глубокая часть 26 петель от маркера до маркера — это глубина сумки. Меньшая часть 22 петли будет выпущена из полотна сумки. Лицом наверх устанавливаю свои ручки. И сейчас мне нужно связать цепочку из 13 воздушных, не считая петлю привязки к ручке. Обращаю внимание, эта петля в расчет не идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И сейчас у меня образуется 14 петля, которой я привяжусь к противоположной ручке. Ручки у меня лицом вверх смотрят. Прохожу крючком в маркированную петлю, подхватываю рабочую нить и протягиваю в петлю на крючке. Готово. Сразу же делаю петлю подъема на новый ряд. Буду вязать сейчас обратный ряд. Внимание, это петля подъема, это петля соединения. Следующую петлю в заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю соединительную одну, следующую, вторую.
Далее буду вязать в эту же перемычку столбики без накида. Контролирую подачу нити. Нить у меня на пальце всегда скруткой швом вверх. Тогда полотно будет ровным и одинаковым. Продолжаю вязать до конца ряда. В конце ряда снова 2 соединительные. 2 в конце, 2 в начале. 9 столбиков без накида между ними. Конец ряда, и снова в заднюю перемычку провязываю 2 соединительных. Первая и вторая. И теперь прикрепляюсь в следующую петлю по обвязке ручки. Протягиваю и сразу в петлю на крючке. Петля подъема, переворачиваю полотно. Напоминаю, у меня 13 петель для провязывания сейчас. Здесь важно не провязать лишнюю петлю. Петля подъема – это петля соединения. Вот она, первая петля для провязывания. Я маркирую центр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, каждую седьмую с каждой стороны. Здесь можно себя проверить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, точно так же она 7. Сейчас я буду вязать в заднюю полупетлю кромочной косы. Вставляю крючок, провязываю первую соединительную и вторую. В начале и в конце каждого ряда будет по 2 соединительные. Далее столбики без накида, точно так же в заднюю полупетлю. 1, 2, 3, 4. Далее у меня маркированная петля. В нее также в заднюю полупетлю я провязываю сразу 3 столбика в одну точку. 1, 2 и 3. Тем самым я добавляю 2 столбика. На следующий ряд у меня остается не 13 петель для провязывания, а уже 15. Продолжаю вязать столбики до конца ряда. В конце ряда снова 2 соединительных. Готово. И вот они последние. 1 соединительный и 2. Привязываюсь обратно к полотну ручки. С лица на изнанку увожу рабочую нить, вставляю крючок, делаю соединение, петлю подъема и переворачиваю полотно. Здесь я также маркирую центральную петлю. Она уже 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 с одной и с другой стороны точно так же, так как каждый ряд добавляет 2 столбика. Провязываю соединительный 1, 2 и перехожу на столбики без накида. Вяжу точно так же в заднюю полупетлю кромочной косы. На маркированной петле снова делаю добавление. Провязываю 3 столбика в одну точку. Из 15 получается 17. И так далее, ряд за рядом. Вяжу, делая добавление в каждом ряду по 2 столбика, провязывая 3 в одну точку. У меня провязано 8 рядов с добавлениями. Это значит, прибавилось 16 петель к первоначальным 13. Сейчас 29 петель для провязывания я имею. На этом этапе у меня задействовано 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель кромочных по ручке. Я уже сделала петлю подъема, переворачиваю полотно и сейчас буду вязать ряд без добавлений. 2 соединительные в начале ряда
и остальные столбики без накида в заднюю полупетлю кромочной косы. На углу здесь я добавления не делаю. Ряд без добавлений провязан, и здесь сейчас я маркирую центральную. 29 их, значит 15 с каждой стороны. Вставляю в нее маркер и снова начинаю ряд с 2 соединительных. И в месте, где установила маркер, я делаю лишь одно добавление, то есть провязываю в одну точку 2 столбика. Из 29 получаю 30. И сейчас я снова повторяю пару рядов. Ряд без добавлений, потом снова ряд с одним добавлением, провязав 2 столбика в одну точку. То есть сейчас у меня 30 петель для провязывания. Я провязываю их как есть, в начале и в конце по 2 соединительные, остальные столбики. Обратный ряд, снова одно добавление в визуальный центр, так как у меня четное количество петель. Тем самым я обеспечу плавный переход к вязанию дна в этом месте. У меня провязан последний ряд с добавлением. 2 столбика я провязала в одну точку. И здесь у меня задействовано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петля по ручке. Здесь я отсчитываю точно такое же количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В эту петлю я буду вязать первое убавление, чтобы уйти на эту боковую часть сумки. Сейчас до этого маркера устанавливаю маркер и на одну, и на вторую ручку симметрично, отсчитывая здесь точно такое же количество петель. Вяжу ряды туда-обратно без добавлений, провязывая 2 соединительные в начале и в конце ряда. Таким образом у меня свяжется глубина сумки. На этом этапе у меня закончилась нить от первого мотка пряжи. Напоминаю, он был не полный, так как я обвязывала ручки. На ручки у меня достаточно большое количество пошло. Я вытаскиваю столбик и провязываю его уже с нового мотка. Теперь подтягиваю край начала и край конца нити и пускаю их в полотно. Продолжаю вязать столбики, поправляю и подтягиваю, чтобы не было уплотнения. Можно в конце подшить эти кончики, но и так они будут достаточно крепко закреплены. Продолжаю вязать до маркеров. Я довязала до маркера с одной стороны. С этой стороны закончится ряд на маркере. Удаляю его, делаю соединение. Петля подъема, переворачиваю. Напоминаю, у меня 31 петля для провязывания. Я маркирую центральную, то есть 16-ю, с одной и с другой стороны. И здесь первый раз 2 столбика провяжу вместе. Удаляю маркер, вставляю крючок, вытаскиваю первый столбик, в следующую петлю вставляю крючок, вытаскиваю второй столбик и провязываю их вместе. Далее вяжу до конца ряда. Следующий ряд я свяжу без добавлений и убавлений. И так повторю 2 раза,
чтобы была полная симметрия с прибавками противоположной стороны. 2 пары рядов, чередую ряд с одним убавлением, ряд просто так, ряд с одним убавлением, ряд просто так. Итак, чередуя ряды, я провязала ряд без добавлений. У меня сейчас 29 петель для провязывания. Снова начинаю ряд с 2 соединительных. И с этого момента буду провязывать в центре ряда 3 столбика вместе. Так мне нужно провязать 8 рядов, то есть минус 16 петель от 29 к исходным 13. На последних рядах я подойду к маркерам. Итак, как провязать убавление, подробно сейчас покажу. Итак, 13 петель провязано с этой стороны, отсчитываю 13 с этой, 3 центральные провязываю вместе. Вставляю крючок также в заднюю полупетлю, вставляю в следующую и еще одну, и 3 провязываю вместе. Готово убавление, минус 2 петли в ряду, и так далее 8 рядов подряд. Здесь сейчас уже не вяжу ряды без убавлений, то есть точно так же, как и по этой стороне. Восемь рядов провязано по минус 2 петли. И здесь сейчас я уже закрепилась, сделала петлю подъема. Следующий ряд закрепится в маркированный. Я переворачиваю и вяжу обратный ряд без убавлений и добавлений. 2 соединительные. Далее столбики. Готово. Следующая петля маркирована и с одной, и с другой стороны. Можно их уже сейчас удалить. Сейчас пойдет последний ряд, и он уйдет на обвязку. Делаю также 2 соединения в начале ряда. Потом столбики. Края начала и окончания становятся одинаковыми визуально. В конце ряда снова 2 соединительные и перехожу в ту петлю, которая была маркирована. Делаю соединительную и ухожу на обвязку края. Точно так же соединительными стежками. Ввожу, протягиваю, ввожу, протягиваю. Так двигаюсь к этому краю. Здесь продолжаю обвязку, ввожу крючок в полную кромочную косу и также протягиваю соединительный стежок. Так я проделываю здесь, по этой ручке и возвращаюсь в место начала. С этой стороны обратите внимание, эта петля еще не присоединена к полотну, но она была маркирована. Поэтому я вставляю сюда, закрепляюсь обвязкой и вставляю сразу в петлю для провязывания, для продолжения обвязки. Таким образом делаю присоединение.
Здесь отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю край, делаю имитацию соединения. Ввожу в первый стежок обвязки, подтягиваю и увожу в исходный, прокалывая полотно с изнанки на лицо. На этом этапе прячу кончики. Можно отпарить изделие, придав правильную форму ему, и перехожу к декорированию. Я приготовила 36 отрезов моей пряжи, примерно по 50 сантиметров, плюс-минус. На ваше усмотрение размер и количество может отличаться в зависимости от чистоты и длины бахромы. Нить у меня уже потянутая, то есть не плоская, достаточно плотная. И сейчас я буду вставлять ее по обе стороны, по 18 с каждой, с этой стороны и с этой. Начну от верха, и крючок я буду вставлять сверху вниз, относительно сумки. То есть вставляю сверху вниз, подхватываю, равняю оба края. Продеваю в петлю 2 конца и подтягиваю. Именно этот способ позволит бахроме висеть, а не торчать. То есть именно ввод крючка сверху вниз. Получается аккуратный узелок и такая вот бахрома. Продолжаю. Петля за петлей, отверстие за отверстием. Насколько часто или реже определяете по своему количеству и желанию. Вставляю в следующую петлю, нахожу горизонтальную. Можно контролировать, чтобы скрутка нити была внутри. Равняю оба края и отправляю их в петлю. Готова моя сумочка, очень стильная и необычная, эффектный декор имеет, хорошо держит форму, имеет каркас за счет вязания. Ее размеры 35 сантиметров ширина, 30 высота изделия, эффективная глубина 18-19 сантиметров. Можно оставить ее без бахромы, очень гармоничная и лаконичная форма ее получилась за счет добавлений и убавлений. Можно дополнить листиком или брелком-кисточкой. Все необходимые ссылки оставляю для вас в описании под этим видео. Такая сумка дополнит любой летний образ, будет изюминкой и создаст неповторимое впечатление. Бахрому можно сделать чаще, можно реже, можно пустить и по дну изделия, на ваше усмотрение. Также размер позволяет дополнить ее плечевым ремнем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!